Океан — это безмолвный хранитель древних тайн. Его воды покрывают более 70% земной поверхности. И под этой толщей скрываются целые миры, которые человек лишь изредка осмеливается коснуться. Веками моряки говорили о светящихся огнях, виденных глубоко под водой, о странных очертаниях на дне, похожих на руины городов, и о легендах, в которых целые цивилизации уходили под воду в одно мгновение. История знает примеры катастроф, когда стихия уничтожала города и народы, но есть находки, которые заставляют поверить, океан хранит гораздо больше, чем простые обломки человеческой деятельности. Каждая цивилизация, жившая у берега моря, осознавала его двойственную природу. Он кормил и дарил пути для торговли, но в одно мгновение мог забрать все — дома, храмы, жизни. Легенды о затонувших городах передавались из уст в уста тысячелетиями. Они обрастали мифами, превращались в предания о божественной каре или о великих войнах. Но вместе с этим оставалась мысль: если где-то на дне океана действительно покоятся города-призраки, значит, история человечества гораздо сложнее и загадочнее, чем мы привыкли считать. Первое упоминание о подводной цивилизации, которое дошло до нас, принадлежит философу Платону. Его рассказы о легендарной Атлантиде вдохновили поколения исследователей на поиски затонувшего мира. Сомневались ли в реальности Атлантиды? Безусловно. Но сам факт того, что мыслитель связывал судьбу целого народа с катастрофой, отправившей его под воду, породил особую традицию — искать истину на морском дне. С тех пор археологи, мореплаватели и мечтатели вновь и вновь обращали свой взор к глубинам океана. В XX веке океанография сделала гигантский шаг вперед. Современные сонары, батискафы и подводные роботы позволили взглянуть туда, куда раньше проникали лишь легенды. И то, что они нашли, превзошло ожидания. На дне морей и океанов начали находить не просто обломки кораблей, а целые структуры, руины зданий, лестницы, стены и каменные блоки, выстроенные так, словно они когда-то принадлежали городу. Эти открытия породили новые вопросы. Были ли эти сооружения плодом природы или доказательством того, что океан скрывает цивилизации, исчезнувшие задолго до известных нам империй? Каждый такой фрагмент, поднятый из глубины, несет особую атмосферу. Он словно тянет за собой шлейф забвения, веков молчания, соленой воды, разъедающей камень. Эти руины дышат вечностью. Вглядевшись в них, можно почувствовать дыхание тех, кто жил в забытых городах, кто видел рассветы и закаты, не зная, что однажды волны поглотят все. Именно здесь, в этой зыбкой грани между мифом и археологией, начинается наше путешествие. Мы отправимся в разные уголки планеты, от Средиземного моря до берегов Индии, от Карибских островов до Японии. Мы пройдем по следам исчезнувших городов и услышим отголоски цивилизаций, стертых водой с лица Земли. Эти города-призраки ждут тех, кто осмелится заглянуть в темноту. А океан, как вечный хранитель, готов приоткрыть лишь малую часть своих тайн. Имя Атлантиды стало символом всех затонувших миров. Легенда о ней берет начало в трудах Платона, великого философа Древней Греции. В диалогах Тимей и Критий он описывает могущественный остров-государства, существовавший за 9000 лет до его времени. Атлантида якобы владела несметным богатством, развитыми технологиями и флотом, способным покорять целые континенты. Но в один день, по воле богов или под тяжестью собственных грехов, Атлантида была уничтожена. Земля содрогнулась, и море поглотило остров вместе с его жителями.
Для многих исследователей этот рассказ всегда был аллегорией, философской притчей о гордыне и наказании. Но для других он стал путеводной звездой. Сотни лет искатели по всему миру пытались найти доказательства существования Атлантиды. Где только ее не искали. В Атлантическом океане, в Средиземном море, в Карибском бассейне и даже в Антарктиде. Каждый новый след, каждое странное образование на дне океана рассматривалось как возможный фрагмент легендарной цивилизации. Одни указывали на Крит и Минойскую цивилизацию, уничтоженную извержением вулкана Санторин. Другие видели следы Атлантиды у берегов Испании, в районе загадочной тартесской культуры. Были и те, кто утверждал, что Атлантида лежит глубоко в Атлантическом океане, между Америкой и Европой, и именно там нужно искать ее руины. Интерес к этой теме подогревали открытия океанографов. В середине XX века на морском дне стали обнаруживать странные каменные образования, напоминающие дороги, платформы и стены. Одним из таких примеров стала дорога Бимини на Багамах, ряды каменных блоков, выстроенных так ровно, что природа едва ли могла создать их случайно. Для сторонников теории Атлантиды это было почти прямое доказательство. Но самым удивительным в истории Атлантиды остается не столько ее возможное местоположение, сколько сила мифа продолжает жить. Ни одна другая легенда не вдохновила стольких людей на экспедиции, исследования и гипотезы. Атлантида стала символом утраченного мира, вечного стремления человека к разгадке запретных тайн. Если даже Атлантида и никогда не существовала в том виде, как описывал Платон, сама идея ее гибели под волнами отражает реальную угрозу, всегда сопутствовавшую цивилизациям. Землетрясения, извержение вулканов, цунами – все это могло в одно мгновение превратить процветающий город в руины, навеки скрытые водой. Миф об Атлантиде – это напоминание о хрупкости человеческого величия перед лицом стихии, и в то же время приглашение к поиску, ведь каждое затонувшее строение, найденное археологами, каждое каменное образование на дне океана возвращает нас к вопросу: а что, если Атлантида действительно существовала? Наш путь по забытым цивилизациям океана только начинается. Их впереди реальные города, которые когда-то жили и дышали, пока море не забрало их себе. Если Атлантида остается загадкой мифа, то затонувшие города Египта — это уже реальность, подтвержденная археологией. Воды Средиземного моря у побережья дельты Нила скрывали на протяжении столетий следы древних мегаполисов, о которых забыли даже потомки. Лишь легенды и редкие упоминания в текстах говорили о местах с именами Каноп и Гераклеон, где когда-то кипела жизнь, жертвовали богам, торговали с Грецией и Востоком. Долгие века моряки рассказывали о странных руинах, виденных сквозь толщу воды у побережья Александрии. Но лишь в конце XX века французский исследователь Франк Годио и его команда смогли доказать правду. С помощью подводной археологии они обнаружили остатки древних портов, храмов и улиц. Город, некогда бывший важнейшим торговым и религиозным центром, покоился под водой на глубине нескольких метров. С каждым поднятым артефактом оживали картины прошлого. Огромные статуи богов, некогда охранявшие входы в святилище, теперь лежали на морском дне, покрытые водорослями и кораллами. Каменные плиты с надписями, золотые украшения, амфоры — все это стало немым свидетельством исчезнувшей цивилизации. Причиной гибели этих городов, как полагают ученые, стали природные катаклизмы. Подъем уровня моря, землетрясения и оседание почвы привели к тому, что целые кварталы оказались под водой.
Стихия действовала медленно, но неотвратимо, пока города не исчезли с лица земли, став частью морского дна. Особое впечатление производят находки храмов. Они открывают перед исследователями не только архитектуру, но и духовный мир древних египтян. В одном из храмов был найден огромный черный камень с высеченными надписями, напоминающий знаменитый Розетский камень. Этот артефакт помог ученым восстановить забытые страницы религиозных культов. Впечатляет и то, насколько хорошо сохранились многие предметы. Амфоры, наполненные остатками вина и масла, фрагменты одежды, украшения — все это пролежало под водой более 1000 лет. Но благодаря спокойным слоям ила и песка эти вещи пережили века и дошли до нас почти нетронутыми. Сегодня подводные археологи продолжают исследовать затонувшие города Египта. Каждый новый сезон приносит открытия, от мелких предметов быта до массивных храмовых комплексов. Восстановленные карты показывают улицы, порты и площади, которые когда-то видели тысячи людей. Глядя на эти руины, невольно представляешь, как шумел рынок, как священники несли дары богам, как корабли входили в гавань, нагруженные товарами. Все это исчезло в одно мгновение, оставив лишь молчаливые камни на дне. История затонувших городов Египта напоминает нам: океан забирает, но он же и хранит. В его тишине таятся не только утраты, но и воспоминания о жизни, о которой мы бы никогда не узнали, если бы вода не стала хранителем прошлого. Индийский океан хранит не меньше тайн, чем Средиземное море. У берегов Индии и Шри-Ланки археологи и дайверы нередко находили странные образования на морском дне. В одних случаях это оказывались коралловые рифы причудливой формы, но в других — каменные блоки, явно созданные руками человека. С каждым таким открытием возрастало ощущение, что здесь скрыта история о давно исчезнувших цивилизациях. Особенно много вопросов вызвал город у побережья Махабалипурам в штате Тамилнад. Согласно местным легендам, некогда здесь возвышался грандиозный город с 7 храмами, сияющими золотом и драгоценными камнями, но боги, разгневанные гордыней жителей, отправили на город воду. Из 7 храмов, говорило сказание, остался лишь один, который и сегодня стоит на берегу. Остальные скрылись под толщей океана. Долгое время эти предания считались мифами, но в начале 21 века, после мощного цунами, отступившие воды приоткрыли то, о чем говорили легенды. Рыбаки и местные жители увидели очертания каменных стен и оснований построек, уходящих под воду. Это стало началом масштабных исследований. Подводные археологи обнаружили структуры, которые по форме и расположению напоминали древние храмы и дворцы. Другой пример — город, найденный у побережья Гуджарата. На глубине около 40 метров дайверы обнаружили огромные каменные блоки, сложенные в стены и платформы. Их возраст, по предварительным данным, мог достигать 9000 лет, что значительно старше цивилизации Индской долины, одной из древнейших известных человечеству. Если эти данные подтвердятся, то история Индии окажется гораздо глубже, чем мы привыкли думать. Но, пожалуй, самые впечатляющие рассказы связаны со Шри-Ланкой. Здесь, на дне океана у города Маннар, исследователи обнаружили остатки сооружений, напоминающих дворцы и храмы. Сами местные жители связывают эти находки с легендой о Кумагаме, затонувшей столице древнего царства. Согласно преданиям, в этом городе хранились несметные богатства, но море поглотило его в один день. Археологи осторожны в выводах. Множество подводных образований можно объяснить геологией. Природа нередко создает формы, которые напоминают стены и ступени. Но слишком уж часто эти находки совпадают с древними преданиями. Слишком уж много легенд указывает на то, что в прошлом целые города действительно могли быть поглощены морем.
Каждое новое открытие в этих водах — это не просто археологическая сенсация. Это шаг к пониманию того, насколько древняя и многослойная история человечества. Быть может, именно здесь скрыты следы тех культур, о которых не сохранилось ни письменных упоминаний, ни преданий, кроме мифов о городах, исчезнувших в пучине. Индийский океан, спокойный и ласковый на первый взгляд, на самом деле хранит под собой целые миры. Миры, которые ждали тысячелетиями, чтобы о них вновь вспомнили. У берегов Японии, на острове Йонагуни, природа и история переплелись в загадку, которая до сих пор не имеет однозначного ответа. В конце 1980-х годов местный дайвер, исследуя морское дно, наткнулся на нечто, что совершенно не походило на обычный риф. Под толщей воды простирались массивные каменные платформы, ступени, лестницы и террасы, напоминающие руины древнего города. С тех пор монумент Йонагуни стал одной из самых загадочных находок подводной археологии. На глубине около 25 метров лежат колоссальные блоки песчаника, образующие целые комплексы. Некоторые конструкции напоминают пирамидальные ступени, другие — дорожки и ровные стены, уходящие в глубину. Все это настолько геометрично и упорядочено, что многие исследователи сразу заговорили о рукотворной природе этих сооружений. Особое внимание привлекла огромная платформа, получившая название «Монумент». Ее размеры поражают — около 150 метров в длину и 25 метров в высоту. На ее поверхности ступенчатые уровни, словно гигантская лестница. Рядом обнаружены образования, похожие на арки и дороги, ведущие к этому сооружению. Для одних это стало доказательством того, что в этих местах существовала древняя цивилизация, ушедшая под воду. Для других — лишь пример того, как силы природы могут создавать иллюзии архитектуры. Главный спор ведется о происхождении этих структур. Геологи утверждают, что песчаник, из которого состоит монумент, склонен к раскалыванию на ровные блоки. Ветер, вода и землетрясения могли создать ступени и углы, кажущиеся искусственными. Археологи же обращают внимание на детали, ровные линии, симметрию и отдельные элементы, напоминающие высеченные фигуры и символы. Если Йонагуни действительно является творением человека, его возраст может достигать более 10 тысяч лет. Это сделало бы его старше всех известных цивилизаций и изменило бы представление о развитии культуры в Восточной Азии. Теории варьируются от гипотезы о древней империи до смелых предположений о легендарном континенте Му, египетской Атлантиде. Погружение к Йонагуни производят особое впечатление. Вода здесь прозрачная, и руины виднеются словно призрачные ступени, уходящие в синеву. В солнечные дни они отбрасывают тени, создавая иллюзию живого города под водой. Дайверы говорят о странном ощущении, будто каменные стены хранят память о событиях, произошедших тысячи лет назад. Ученые продолжают исследования, но единого ответа нет до сих пор. Одни видят в Йонагуни уникальный геологический феномен, другие — свидетельство древней цивилизации, поглощенной океаном. В любом случае, это место стало символом загадочности и величия морских глубин. Оно напоминает нам, что океан хранит секреты, которые могут поколебать наше понимание истории. Карибское море — это не только бирюзовая гладь и белый песок пляжей. Его глубины скрывают не меньше тайн, чем Средиземное море или Индийский океан. Среди этих вод нередко упоминаются загадочные структуры, похожие на затонувшие города.
И хотя многие из них до сих пор вызывают споры, сама их атмосфера заставляет поверить, что Карибы — хранитель утраченных миров. Одним из самых загадочных мест стала акватория у побережья Кубы. В начале 21 века группа океанологов, исследуя морское дно с помощью сонаров, обнаружила странные геометрические образования. На глубине более 600 метров приборы зафиксировали очертания, напоминающие стены, пирамиды и дороги. Их размеры поражали воображение, отдельные структуры тянулись на сотни метров. Когда к месту находки отправили подводных роботов, камеры действительно показали каменные блоки и формы, слишком правильные, чтобы быть случайными. Сложенные в прямые линии, они образовывали что-то вроде кварталов. Исследователи осторожно заявили, это может быть затонувший город, возраст которого достигает тысячелетий. Но именно глубина находки породила больше всего вопросов. Если эти руины действительно рукотворные, то они должны были быть построены тогда, когда уровень моря был значительно ниже, десятки тысяч лет назад. Это выходит за рамки известных археологических данных о развитии цивилизации в этом регионе. Скептики утверждали, что странное образование — лишь причудливые геологические структуры, созданные взаимодействием тектоники и течений. Но те, кто видел кадры, говорили о четкой геометрии, которая редко встречается в природе. Еще одна загадка скрыта в районе Бимини, островов на Багамах. Там на небольшой глубине обнаружили так называемую «дорогу Бимини». Ряды каменных плит лежат так ровно, что выглядят как мощеная улица. Ее протяженность достигает километра, и хотя ученые спорят, могла ли природа создать такую формацию, многие считают ее доказательством существования древнего города. Интересно, что предсказатель Эдгар Кейси задолго до открытия дороги говорил о том, что в районе Бимини будут найдены остатки Атлантиды. Атмосфера этих мест особенная. Дайверы, исследующие дорогу, рассказывают о необычном чувстве, будто они идут по улице, по которой когда-то ходили люди. Вода колышется над плитами, рыбы скользят между ними, но в тишине слышится эхо далекой жизни, затопленной и забытой. Карибы — регион, где мифы и археология переплетаются особенно тесно. Здесь издавна рассказывали о городах, ушедших под воду. Легенды майя и индейцев Таино хранят истории о катастрофах, когда море поглощало целые земли. Быть может, именно в этих водах и покоятся остатки цивилизаций, предшествовавших всем известным нам культурам. Каждое новое открытие здесь — это не только повод для споров, но и шаг в сторону большой тайны. Возможно, именно Карибское море скрывает ответ на вопрос, откуда взялись легенды об Атлантиде и других утраченных мирах. Не только южные моря скрывают в себе тайны древности. Север Европы со своими суровыми ветрами, холодными водами и штормами тоже хранит память о городах, ушедших под воду. Здесь, в холодных морях у берегов Британии, Скандинавии и Германии, веками передавались предания о затонувших землях. Эти истории были не просто сказками, они вплетались в саму культуру народов, живших рядом с морем. Одним из самых загадочных сюжетов стала легенда о Лионессе, королевстве, которое, по преданию, располагалось у побережья Корнуолла в Британии. Говорили, что это была богатая земля с десятками городов и храмов, но в одну ночь ее поглотило море. Рыбаки утверждали, что в штормовые дни под волнами можно услышать звон колоколов утонувших церквей. На старых картах даже встречаются упоминания о земле, ныне скрытой под водой. В Северном море сохранились предания о земле, известные как Доггерленд. И это уже не миф, а археологическая реальность. Тысячи лет назад, во времена ледникового периода, территория между Британией и Европой была сушей, покрытая лесами и равнинами. Люди жили там, охотились, строили поселения.
Но около 8000 лет назад море постепенно затопило эти земли. Сегодня сонары и подводные экспедиции находят на дне следы рек, береговых линий и даже орудий труда древних людей. Доггерленд — это настоящий европейский Атлантида, память о которой сохранилась в геологии и археологии. Не менее загадочны легенды о затонувших городах у берегов Германии и Нидерландов. В хрониках Средневековья сохранились рассказы о Рунгхольте, богатом городе, поглощенном морем в XIV веке. По преданию, жители города вели греховную жизнь и разгневали небеса. В 1362 году в эти земли обрушился чудовищный шторм, вошедший в историю как Великий потоп святого Марцела. Огромные волны смыли города и деревни, и Рунгхольд исчез с лица земли. Рыбаки до сих пор рассказывают, что иногда под водой можно различить каменные стены или услышать звон колоколов. Подобные истории есть и в Скандинавии. В Исландии и Норвегии ходят легенды о затонувших поселениях, ушедших в море из-за ярости богов. Каждое из этих преданий имеет свой оттенок трагедии и напоминание о том, насколько тесна жизнь человека с океаном и насколько опасна эта связь. Северные воды кажутся темными и молчаливыми, но именно в них скрыты ключи к пониманию того, что даже в Европе существовали земли и города, которых больше нет. Археология и легенды здесь идут рука об руку, подтверждая друг друга. И если южные мифы кажутся сказочными, то северные — суровыми, реальными и холодными, как само море, унесшее эти города. Тихий океан самый обширный на планете. Его воды занимают треть земной поверхности, и глубины этого океана таят в себе больше загадок, чем любой другой. Здесь, среди бескрайних просторов, рождались и умирали легенды, которые веками питали воображение исследователей. Главная из них связана с таинственным континентом Му, Атлантидой Тихого океана. О Му впервые заговорили в XIX веке. Исследователи, изучавшие мифы народов Полинезии и Южной Америки, обнаружили удивительные совпадения. В легендах часто встречались упоминания о большой земле, некогда существовавшей посреди океана, и исчезнувшей в результате катастрофы. Эта земля называлась по-разному, но суть оставалась общей. Му был домом великой цивилизации, которая погибла в огне и воде. Сторонники теории утверждали, что именно из Му распространились знания и культура по всему Тихому океану, а затем и дальше. Массивные каменные сооружения на островах Пасхи, загадочные мегалиты на островах Тонга и Самоа, а также необычные легенды о людях с длинными ушами — все это связывали с некогда существовавшим материком. Археология до сих пор не дает прямых доказательств существования Му, но в Тихом океане есть находки, которые заставляют задуматься. На дне у побережья Японии, Микронезии и даже Гавайев встречаются странные образования, напоминающие стены и террасы. Одни ученые называют их геологическими структурами, другие допускают возможность рукотворного происхождения. Особое место занимает остров Пасхи. Его гигантские каменные статуи Моайи до сих пор поражают воображение. Как народ, живший на крохотном клочке земли, смог возвести такие колоссы? Теории варьируются от рациональных, развитая инженерная мысль и коллективный труд, до мистических, связывающих остров с наследием Му. Но, пожалуй, сильнее всего легенды о Му живут в устной традиции полинезийцев. Они рассказывают о земле, где боги дарили людям знания, о страшном дне, когда океан поднялся и поглотил дома и храмы. Эти истории удивительно похожи на мифы других культур, от Атлантиды до Доггерленда, словно человечество хранит общую память о катастрофах, стиравших с лица земли целые миры. Тихий океан поражает своими масштабами. Его глубины столь велики, что многие районы до сих пор остаются неисследованными. И кто знает, быть может, на дне действительно покоятся остатки цивилизаций, о которых мы имеем лишь туманные воспоминания в виде легенд.
Му может быть мифом, но он воплощает саму идею скрытых миров под водой. И каждый раз, когда ученые находят на островах странные камни или мегалиты, память о затонувшем континенте оживает. Тихий океан — это не только безбрежная вода, но и бесконечный архив человеческой истории, большая часть которого все еще закрыта для нас. Современная наука шагнула туда, где еще недавно царствовали лишь мифы и догадки. То, что раньше было уделом легенд и рассказов мореплавателей, теперь становится объектом исследований с использованием самых передовых технологий. В океан отправляются суда, оснащенные мощнейшими сонарами, подводные дроны и роботы, способные работать там, куда человек не рискнет погружаться. Эти машины открывают нам мир, в котором таятся следы утраченных цивилизаций. Сонарные карты океанского дна похожи на снимки с другой планеты. Они фиксируют каждую неровность, каждое возвышение, каждую аномалию. Именно так были найдены многие из упомянутых загадочных структур. Дороги, платформы, стены, скрытые под километрами воды. Иногда они оказываются природными образованиями, но иногда перед исследователями предстает нечто, что слишком напоминает искусственное сооружение. Подводные роботы способны передавать изображения в реальном времени. Их камеры фиксируют не только очертания зданий, но и детали. Вырезанные в камне углы, орнаменты, блоки, сложенные друг на друга. Вода, столетиями защищавшая эти места от глаз человека, становится прозрачной преградой, которую техника способна преодолеть. Один из самых впечатляющих примеров — исследования в районе Антарктиды. Там, от толщи льда и воды, были обнаружены странные структуры, напоминающие руины. Пока их происхождение вызывает споры, но сам факт подобных находок показывает, даже в самых недоступных уголках планеты скрыты тайны, которые могут изменить наше понимание прошлого. Современные технологии позволяют не только фиксировать находки, но и создавать их цифровые копии. С помощью трехмерного моделирования археологи возрождают города, которые ушли под воду тысячи лет назад. На экранах компьютеров вновь возникают улицы, площади и храмы, когда-то живые и шумные, а теперь поглощенные тишиной океана. Но даже самые совершенные приборы не могут дать ответа на главный вопрос: кто построил эти города и почему они исчезли? Наука осторожна в выводах. Одни исследователи настаивают, что большинство затонувших цивилизаций — лишь игра природы. Другие уверены, что мы лишь прикоснулись к верхушке айсберга, и под толщей океана скрываются доказательства существования культур, о которых мы не знаем ничего. Каждое новое открытие вызывает споры, но именно в этих спорах рождается знание. И, возможно, когда-нибудь технологии позволят нам спуститься глубже, чем когда-либо, и увидеть все своими глазами. Тогда океан перестанет быть только хранителем и станет свидетелем. Свидетелем того, как человечество узнает собственное забытое прошлое. Пока же он остается молчаливым. И каждый сигнал сонара, каждый кадр с подводного дрона — это еще один шепот из глубины, где покоятся города-призраки, ждущие своего часа. Океан — величайший хранитель истории. Его воды утаили больше, чем любая библиотека или музей. В толще соленых глубин покоятся корабли, которые никогда не вернулись домой. Города, чьи улицы давно заросли кораллами, и тайны цивилизаций, исчезнувших задолго до того, как человечество научилось записывать свою память на бумаге. Мы стоим лишь у порога этого безмолвного архива. Каждый новый шаг вперед открывает не только факты, но и новые вопросы. Атлантида и Му остаются легендами, но разве не сами легенды иногда становятся дорогой к открытиям? Ведь именно сказания о затонувших мирах
однажды привели археологов к исследованию затопленных храмов Индии, древних дорог под Японией, подводных мегалитов Карибского моря. История океана — это история вечного противостояния. Вода стирает, разрушает, поглощает, но вместе с тем она и сохраняет, оберегает то, что на суше давно было бы уничтожено временем и ветром. Под толщей воды камень остается камнем, письмена ждут своего часа, а города дремлют, словно в вечном сне. И в этом сне слышится тревожный намек. Сколько еще мы не знаем о самих себе? Сколько культур и народов исчезли, не оставив и следа, кроме мифов и обрывков преданий? Быть может, именно в глубинах океана хранится ключ к пониманию того, откуда пришло человечество и какие силы формировали его путь. Современная наука движется вперед, но тайна остается тайной. Каждое новое сонарное снимок, каждое погружение робота напоминает о масштабах неизведанного. Мы видим лишь тени, лишь намеки на скрытую реальность. И может быть так и должно быть. Может быть, океан намеренно прячет свои города-призраки, позволяя лишь слегка коснуться их, но не разгадать окончательно. Однако одно ясно. Подводный мир — это не пустота. Это живое прошлое, которое ждет своего часа, чтобы рассказать о себе. И когда этот момент настанет, возможно, привычная история изменится навсегда. До тех пор океан остается тем, чем был всегда — безмолвным свидетелем. Его волны бьются о берега, его глубины молчат, но в этом молчании есть напряжение. Словно каждый прилив и отлив напоминают нам: мы лишь гости на поверхности планеты, а ее истинные тайны спят внизу, в холодной и темной бездне. И, возможно, однажды человечество решится взглянуть в лицо этим тайнам. Но готово ли оно к ответу?